Я хотел всего одну вещь. Перестать вставать рано утром, чтобы поливать цветы и газон. Поэтому я купил таймер и набор капельного полива, который собирается буквально как конструктор. Сегодня я попробую заставить один уличный кран автоматически поливать и газон, и клумбы. А в конце покажу, что стало с цветами через некоторое время. Действительно ли эта система решила проблему, или я просто нашел себе еще один проект? Меня зовут Сергей, и я продолжаю приводить участок в порядок перед продажей дома. Газон и клумба постепенно приходят в себя, но мне приходится каждое утро бегать со шлангом, а летом в Теннесси поливать желательно пораньше, пока солнце еще не начало превращать все вокруг в сковородку и вода не испаряется быстрее, чем растения успевают ее получить. Конечно, можно просто поставить будильник, но я прекрасно знаю, чем это закончится. Поэтому вместо будильника для себя я решил поставить таймер для воды. План довольно простой. Сначала устанавливаю разветвитель и как следует упакую все фум-лентой, чтобы не повторять своих прошлых неудач. Один отвод будет питать катушку, которую я поставил в прошлом эпизоде, а второй отвечает за автоматический полив. К первой зоне мы подключим обычный спринклер для газона, а ко второй – капельный полив клумб. Каждую зону можно запускать отдельно и по своему расписанию, то есть газон будет получать свой объем воды, цветы свой. А я теоретически вообще не должен участвовать в этом процессе. Начинаю с самой простой части, подключаю спринклер и подаю воду. Спринклер работает как и ожидалось, но нужно настроить режим. К сожалению, вместе с газоном почему-то начал поливаться еще и сам кран. Новое соединение прилично потекло. Немного подтягиваю соединение, и течь прекращается. Одна проблема устранена. Как выяснилось позже, не последняя. Теперь можно переходить к самой системе капельного полива. В комплекте все выглядит довольно просто. Полиэтиленовая трубка, тройники, колышки и регулируемые капельницы. Ну а теперь давай посмотрим, как вся эта система собирается. Для подключения к таймеру используется быстросъемный фитинг. У него есть конусный штуцер, на который натягивается полиэтиленовая магистральная трубка. К слову сказать, трубка идет довольно туго. Затем трубка фиксируется гайкой, чтобы соединение получилось надежным и не протекало. После этого фитинг просто защелкивается в таймере. Схематично отобразим магистральную трубку. Она проходит вдоль всей клумбы и подает воду к каждому растению. В нужном месте трубка разрезается, между двумя концами вставляется тройник, а к нему подключается короткое ответвление. Рекомендуется делать ответвление одинаковой длиной для того, чтобы обеспечить равномерное давление в каждом оросителе. Затем подключаются сами оросители. Выглядят они вот так. На каждый можно отдельно настроить расход воды. Чем сильнее ее откручиваешь, тем больше воды она пропускает. Это позволяет отрегулировать систему так, чтобы все растения получали примерно одинаковое количество воды. Конец линии можно завершить парой оросителей, расположив их на одинаковом расстоянии друг от друга. А затем остается зафиксировать их колышками, чтобы каждый ороситель всегда находился на своем месте. Ну а если ороситель на конце линии не к месту, ее можно просто закрыть специальной заглушкой. На бумаге все выглядит довольно легко, теперь переходим от слов к делу. Сначала раскладываю магистральную линию вдоль всей клумбы, пока ничего не режу и не соединяю. Сначала нужно убедиться, что трубки действительно хватает до самого последнего растения. И угадайте что? Трубки не хватило. Но я уже на опыте, у меня была еще одна бобина. Теперь по месту определим длину ответвлений. Сначала отрезаю один кусок нужной длины и использую его как шаблон для остальных. Всего у меня 9 растений, поэтому нарезаю 9 одинаковых ответвлений. На этом подготовительная часть заканчивается и можно приступать к сборке системы. Разрезать магистраль, ставить тройник, подключить ответвление, установить ороситель. И повторить все это еще 8 раз. Без смазки трубка на тройники практически не надевается. Специальной смазки у меня, конечно же, нет. Зато самое доступное и абсолютно бесплатное всегда под рукой. Смочив штуцера слюной, дело пошло немного быстрее. И вот, последний тройник установлен, все 9 капельниц стоят возле своих растений, система выглядит вполне убедительно, а значит пришло время все испортить подачей воды. Поскольку большинство оросителей оставались закрытыми, давление в системе поднялось, и одна из трубок не выдержала. К счастью, саму трубку не разорвало, ее просто сорвало с тройника, поэтому
перекрываем воду, натягиваем все обратно и на этот раз зажимаем посильнее и понадежнее. Пробуем еще раз. На этот раз все соединения остаются на своих местах. Теперь нужно добиться, чтобы 9 растений получали примерно одинаковое количество воды. Здесь задача не в том, чтобы открыть капельницу на максимум. Нужен небольшой стабильный поток прямо к корням каждого растения. После первоначальной регулировки еще раз прохожу вдоль всей линии. У одной капельницы поток оказался немного слабее, поэтому слегка ее открываю. Теперь вода поступает ко всем 9 растениям равномерно, ничего не течет. Значит, пришла пора спрятать линию и прикопать ее. Под верхним слоем мульчи спрятать трубку проще простого. Делаем небольшую канавку, слегка притапливаем в нее линию и как будто бы здесь вообще ничего не прокладывали. Если ты все еще смотришь, значит эта история тебе действительно интересна. Поэтому буду очень благодарен за лайк. Ну а если хочешь увидеть, чем закончится преображение газона, обязательно подпишись на канал, впереди еще несколько серий. Ну а теперь переходим к настройке таймера. Полив газона запускаю в 5 утра, а полив клумб в 6. Для газона выставляю 1 час работы, а для цветов, по совету чата GPT, должно хватить 45 минут. Остается настроить периодичность. Газон будет поливаться раз в 3 дня, а клумбы раз в 2 дня. Это летние настройки. В июле в Теннесси очень жарко, поэтому поливать приходится регулярно. Настройка закончена. Проверяем время следующего запуска. Таймер показывает, что полив газона включится через 3 дня, а полив клумб через 2. Воду обеспечили, теперь самое время добавить растениям немного питания. Для подкормки я использую универсальное гранулированное удобрение 10-10-10. Обычный разбрасыватель из прошлой серии про удобрение газона здесь не подойдет, поскольку слишком мало места для его маневрирования. Но зато прекрасно подошел дырявый горшок из-под цветов. Теперь удобрения нужно хорошо пролить, чтобы они начали растворяться и питание постепенно ушло к корням. И впервые я могу просто сказать, теперь этим займется автоматика. Цветы политы, ну и я тоже заслужил небольшой полив. После установки я специально дал системе некоторое время поработать, чтобы показать не только воду, текущую из новых капельниц, но и реальный результат. И нет, никакого ботанического чуда не произошло. Цветы не стали в 2 раза больше, а клумба не превратилась в филиал тропического сада. Зато как распустились гортензии. Помогли ли им регулярный полив и удобрения, или просто пришло их время, придумать красивую историю я не буду. Но главную задачу система действительно решила. Мне больше не приходится каждое утро вытаскивать шланг и переживать, что цветы останутся без воды. Конечно, это не совсем система из категории «установил и забыл». Все равно нужно следить за прогнозом и отключать таймер, если впереди несколько дождливых дней. Ну а мы продолжаем готовить этот дом и участок к продажам. Если хочешь увидеть, удастся ли мне привести все это в порядок до появления таблички «Продается», подписывайся на канал. А если видео показалось полезным или хотя бы помогло не повторить мои ошибки, поддержи его лайком. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.